Привет, друзья! Вот и закончился 9-й сезон турнира StarLadder, и сейчас самое время поговорить с его главным идейным вдохновителем Владом Заморкиным. Привет, Влад, как дела, как твои впечатления от прошедшего сезона? Я бы ответил в стиле Факера, я его тоже обзываю, он меня Аристархом потом называет и так далее. Да, впечатления такие, смешанно смазанные, скажем так, то есть нету какого-то там ощущения, там, вау, крутой турнир и так далее, ну, типа, закончили, ну ок, ну там, кажись, понравилось всем, мне лично нет, мне не понравилось, я не знаю почему, но вот мне не понравились финалы, мне как-то, я даже не знаю почему, мне вот начиная с первого дня и по последний день немножечко как-то вот чего-то не хватало, я не знаю чего, но чего-то не хватало, возможно, атмосферности немного в клубе. В этот раз было сделано решение поставить чуть повыше ценовую политику и так далее, чтобы не было того, что было в прошлый раз, когда здесь был просто нереальный дурдом. Ну, людей было меньше, ну, значительно меньше, было чем дышать, было где посидеть, то есть было свободнее и так далее, но вот этой супер атмосферы StarLadder, к которой мы все привыкли, не было, и вот, наверное, это самый главный минус, который я бы выделил, и вот так вот из-за этого у меня такое себе впечатление смазанное. Ну а вообще 230 тысяч призовой почти. Приехали китайцы, в финале встретились ДК Empire, топ-1 Европы, топ-1 Китая. Ну, американцы третьи, в принципе, думаю, неплохо. Думаешь, то, что было не так много людей, не так много поддержки, связано с тем, что там Na'Vi как чемпионы, Alliance как чемпионы, они немножко раньше вылетели, все, я так думаю, что на родной земле приходили поддержать обычно Na'Vi, Alliance. Ну да, то есть то, что Na'Vi вылетели вчера, это тоже довольно отобразилось, конечно, на посещаемость. Ну, в принципе, на гранд-финале, да, все равно все было занято, но я уверен, если бы Na'Vi вчера выиграли, то у нас бы сегодня просто там с 12 утра были бы толпы, опять-таки было бы там ползала стоящих людей. Понятное дело, Na'Vi, как правильно называют даже наши там англоязычные комментаторы, home crowd и так далее, то есть домашняя публика, домашняя арена, по сути, Na'Vi, да, и если бы были они, либо альянсы, к которым все привыкли, к которым все очень привыкли, то есть людей было бы больше, но мой совет: привыкайте к новым командам, потому что не всегда у нас будет Na'Vi Альянс играть в гранд-финале. Я думаю, все люди сейчас поделились на два полка. Те, кто кричали: Na'Vi Альянс в гранд-финалах StarLadder, уже всех достали, и те, кто кричат: алло, где Na'Vi Альянс в гранд-финале StarLadder? Ну, такое. Были бы Na'Vi Альянс, думаю, да, было бы побольше людей, но было бы, хватит уже Na'Vi Альянс. А как вообще ты оцениваешь вот выступление ДК, Alliance, вернее, Empire, вот с точки зрения зрителя, комментатора? Что тебе понравилось, что не понравилось? Ну, мне понравилась именно игра Empire в том плане, что они сыграли как Na'Vi, то есть, да, они упали в лузера, и там поехали по лузерам 1, 2, 3, 4, там щелкая там всех подряд и так далее, то есть, вот это явно они набрались опыта хорошего у Na'Vi, очень хороший опыт, очень полезный и так далее, я уверен, в жизни не раз пригодится, то есть, вот именно вот этого кризис-менеджмента, это хорошо, опыта уже поднабрались. Ну, вот против ДК, конечно же, после матчей с IG и с матчами с ЕГЭ, у них, конечно, не было никаких шансов. ДК — это вообще какие-то монстры. 9 матчей, 9 побед, 9 разных кэрри-героев у Бёрнинга. И, как сказал LD, zero fucks given. Вообще без шансов, без проблем. И отличная игра, и абсолютно заслуженное чемпионство. Понравились ЕГЭ, но у ЕГЭ одна большая проблема. У них нет опыта игр на онлайн-турнирах абсолютно никаких, и они не умеют подстраиваться под то, что происходит на турнире. Как обычно, во время турнира эволюционируют стратегии. И здесь против них просто-напросто банишь дерево, там, и ребята руки разводят, не знают, что делать. Им еще расти, им по 16 лет. Так что все будет, я думаю, окей. Уже на интернешнле мы их увидим немножко в другом виде. Но про Na'Vi Альянс, ну, про них или ничего, или хорошо, да, но я лучше ничего не буду говорить, ну что, хорошего я ничего про них сказать не могу, вот так. Ну, следующий турнир — это DreamHack Бухарест, там будут и Na'Vi, Alliance, так что, думаю, мы посмотрим, потом сделаем выводы об этих командах, как и других. Ты сказал, что ты не особо там доволен этим сезоном, как бы, но... Не доволен финалами. Сезоном я доволен. Сезон мы провели просто шикарно, я доволен ребятами, которые работали над сезоном, огромная благодарность стримчику, который просто-напросто, не знаю, как он уконтроливает эту Корею с 6 утра и Америку заканчивая в 4 утра, всем комментаторам, которые над этим работали, то есть Адекват, Факер, я, Каспер, Гатхан, потому что это был просто титанический труд, 45 дней, у нас там чуть ли не по 24 часа в сутки был эфир, то есть самим сезоном я очень доволен. Остались довольны абсолютно все команды, все зрители, ну, у нас никаких претензий не было, я недоволен немножечко, и даже не ланд-финалами в плане интернета, я недоволен именно тем, что, ну, вот атмосферы в арене не хватало, а все остальное круто было, очень круто.
Ну, тогда, наверное, пару слов по наших корейских гостях, которые в первый раз были в арене. И на самом деле то, что я заметил, ты заметил, вот ребята MVP Phoenix начинают там с их безумных стратегий, там Дифурион на миде с Дегоном. И сейчас они очень неплохо, как по мне, выступили. Они вот играли постоянно в лаунж-зале. Как ты оцениваешь, что ты можешь про них сказать? Ну, им надо время, то есть они еще не поняли, что вообще в доте надо делать, они еще абсолютно не поняли, они сейчас где-то в состоянии Нави перед первым интернешналом, то есть типа, о, крутые герои, давайте пойдем ими запушим, о, типа, вот это можно одеть герой, прикольно и так далее. Ну, то есть им надо время, оно у них есть, они хотят играть, они проиграли, они сразу сели тренироваться, моментально тренируются по 12-14 часов в день. У них проблема в том, что у них не с кем играть, и то, что Корея закрыта с точки зрения того, что даже все местные турниры туда, ну, допустили, там, Зефиров, они приехали и всех там бьют, да, но вот это плохо, то есть, и вот MVP, если они поедут, ну, или не MVP, там еще Бертганг есть хорошая команда, если они поедут на 1, 2, 3 турнира, то я думаю, что к следующему International, там, да, к 5-му, уже мы сможем увидеть одну корейскую команду на, ну, на уровне, там, топ-16 команд мира. Хорошо, поделись планами по поводу 10-го сезона, когда у вас стартует сезон, учитывая вот это вот множество турниров, которые сейчас будут до International, сам International, как вы планируете его проводить? И что там поменяется, что добавится? Ну, могу сказать одно точно, у нас добавляется новый дивизион, это уже утверждено, это 12 команд, и это Southeastern Asia, то есть мы добавляем Малайзию, Сингапур, Филиппины и так далее. Списки команд и так далее все еще утверждается. Мы расширяем немножко китайский дивизион, то есть у нас тоже будет 12 команд в Китае, а не 8. Мы расширяем немножко американский дивизион, у нас тоже будет 12 команд. Что еще будет? Я пока сказать точно не могу, потому что я не могу сказать точную дату старта игры, старта сезона, ибо все очень зависит даже не от других турниров, потому что расписание, в принципе, это небольшая проблема. Как бы турниров сейчас не так уж и много, их было много, сейчас они уже все заканчиваются. То есть остается одна Dream League, по сути, D2CL закончился, D2L идет там один матч в день, то есть это небольшая проблема всунуть эти турниры. А проблема в том, что немножко тяжеловато сейчас работа с Valve дается в плане разработки на новый, на 10-й сезон, и они там отдыхают, еще где-то ездят, поэтому мы не можем никак утвердить, а время идет, и мы можем не успеть до International. Поэтому сейчас, скажу так, у нас есть два рабочих варианта. Первый — это что мы стартанем сезон вот буквально скоро, то есть в начале мая, и закончим его в конце июня. То есть тоже будет такой быстрый, как 9-й сезон, сезон под номером 10. Есть второй вариант, который переносит этот сезон на после International. И этот вариант, наверное, на данный момент он более вероятный, но я все еще надеюсь, что у нас получится с Valve сделать так, что сезон 10 стартанет вот буквально в мае и уже вместе с 5-м дивизионом. Также я уже спойлю, я тебе тут и в прошлый раз наспойлил, сейчас наспойлю. В следующем финале у нас будет не 8, а 10 команд. Мы привезем, так как ДК стали. У нас будет 3 китайских команды на финалах, а не 2. У нас будет одна команда из Южной Азии. Да, у нас будет 4 команды из Европы. У нас будет одна команда из Америки, одна команда из Кореи, скорее всего. То есть план таков. И пока мы придерживаемся его, все зависит от быстроты содействия с Valve. Если будет все хорошо, скоро будет анонс. Ну, очень даже неплохо, учитывая то, как быстро и как динамично у всех развивается StarLadder. Это очень здорово, что он происходит именно в Киеве у нас. Большой респект вам. И, наверное, в заключение такой вопрос. Ближайшие турниры, где мы сможем увидеть тебя как комментатора, куда ты собираешься поехать? Ну, не считая Интернешнала. Что ты сделал, что я поеду на International? Это еще никто не знает, никто ничего еще не объявлял. То есть это такое... Ну, я буду комментировать DreamHack Бухарест, правда, в Бухарест я не еду, потому что наши румынские коллеги не нашли мне место для комментирования. Мне ничего не надо было, мне надо было просто стол и компьютер, к сожалению, они его не нашли. У меня даже там были готовы билеты и так далее, виза мне не нужна. То есть, к сожалению. Так что буду комментировать его из Киева, отсюда из студии. С следующих турниров, на которые я поеду, первым турниром будет в начале июня турнир The Summit в Лос-Анджелесе, где будут Na'Vi, где будут DK, опять-таки. В протяжении 4 дней будет чудесный турнир уровня Home Story Cup. После этого я это еще не подтверждено, но, возможно, на выставке E3 кое-там, над чем буду работать в том же Лос-Анджелесе. Дальше у нас в середине июня будет, 15 июня в Юнчопинге DreamHack. Ну и в конце июня у нас будет Франкфурт ESL One, где я процентов на 99 тоже буду. Ну а потом Сиэтл. Я еду, жди меня, мой любимый краб-спот на узбережье, мои крабы по $24. Хорошо, спасибо тебе большое за интервью.
Удачи, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши репортажи. До свидания. Пока.